Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду рассказывать истории женщин, которые 100 раз пожалели, что расстались с мужчиной и подали на развод, и вообще, что когда-то они приняли решение о том, что этот мужчина им не подходит. Спустя время они понимали, что это было лучшее в их жизни, но мужчину уже не вернуть. Спустя время женщины говорят, что у них был отличный муж, отличный мужчина, прекрасный, любящий, зарабатывал деньги, полочку мог прибить, мужские вопросы решал и был внимательным. Но что-то женщинам всегда не хватает, от этого потом море и реки слез. Чаще всего женщины, жалеющие о разводе, это, как правило, женщины, у которых не получилось создать что-то лучшее. Или те, кто встретили мужчину, но бывший оказался ангелом по сравнению с настоящим. Огромнейшая проблема в том, что женщин идут на расставание или развод в поисках лучшей жизни. Все желания, они должны быть до того, когда ты вступила в отношения. Ты приняла когда-то это решение быть с этим человеком. После этого не должно быть даже мысли в голове, что ты можешь найти что-то лучшее. Прежде чем вступать в отношения, нужно очень много подумать, ходит ли тебе этот человек. Если да, то ты принимаешь четкое решение быть с этим человеком, что бы ни случилось. Есть такая известная фраза: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но сейчас немалое количество женщин выбирает журавля и ждут. Их манит мечты о богатых поклонниках и новых приключениях. Социологические исследования подтверждают, что после развода около 60% женщин уровень жизни падает, в то время, когда у мужчин жизнь начинает улучшаться. Нередко бывает, что женщины находятся в иллюзии, что сейчас она бросит мужчину, и ее жизнь сложится лучшим образом. Надо понимать, что если ты бросаешь, то и тебя в какой-то момент тоже могут бросить. Бумеранг работает для всех. Мужчины обратно таких женщин не принимают. Далеко не все женщины готовы признавать свои ошибки. Им проще обвинить во всем мужчин, как и происходит. Вот одна история женщины. Я очень пожалела о разводе. В очередь ко мне никто не выстроился. Живу одна с ребенком. Ребенку папы очень не хватает. Я не знаю, что мне не хватало. Он был замечательный у меня. Причина, по которой я развелась с ним, это моя гордыня и нежелание слышать. Сейчас я понимаю, что он был лучше всех. Вот еще одна история. Женщина изменила своего мужа и после этого его бросила, не подумав о том, что будет мужчина чувствовать, когда узнает об этом. Потом накрыла саму женщину. Я никогда так сильно ни о чем не жалела. Заслужила итога, который имею. У меня депрессия, и вокруг меня ни одного мужчины нету. Знакомиться я несколько лет уже ни с кем не могу. В этой ситуации, возможно, женщина действительно поняла, что она совершила очень плохой поступок. Это предательство. Ты просто предала человека. Если ты причиняешь боль мужчине, то потом эта боль, скорее всего, настигнет тебя саму. Как еще поймешь, что делать так нельзя? Только когда прочувствуешь сам на себе. Вот одна из историй женщины. Мы любили друг друга и планировали совместное будущее с мужчиной. Мы никогда не ссорились, и у нас много было хорошего. Я внезапно прервала нашу связь без объяснения причины. Теперь, спустя много лет, я постоянно думаю об этом, и меня эта ситуация очень тяготит. Я надеюсь, что жизнь меня столкнет с моим бывшим мужчиной. И мы все обсудим и сможем быть снова вместе. А у мужчины уже все переболело. У него сложились новые отношения, он счастлив в них. Вот еще одна история женщины. Мы с мужем уже 10 лет вместе, 6 лет в браке, у нас есть общий ребенок. Я сидела все время на 2 стульях. Мой муж хороший, он очень заботливый, он делает все, что я хочу. Но мне нужно что-то другое, это слишком скучно.
Он мне и поперек ничего не скажет. И это меня достало. Я ушла от своего мужа к другому. А теперь представьте, что здесь жизнь не только двоих людей решается, но и ребенка. Ребенок теперь будет привыкать к новому мужчине. Просто потому, что муж хороший, но что-то в нем не хватает. Перчинки нет. Вот интересно, когда женщина принимала решение быть вместе с этим мужчиной, она согласилась на брак, она родила ребенка этому мужчине. О чем она думала? В этой ситуации очень жалко ребенка, ну и мужчину, конечно. Женщина не признает свою ошибку. Женщина даже не думает, что она виновата. Она считает, что проблема в мужчине. Через несколько лет она стала только понимать, что ее муж идеально ей подходил. И встретить такого человека сейчас — это большая редкость. Хорошая мысля приходит опосля. И, к сожалению, такие ошибки приводят не только к разочарованию, но и к поломанным жизням. Думала, что сделает хорошо себе, а не сделала никому. Есть еще истории, когда женщины бросают одного мужчину, потом находят другого, от него у нее ребенок, потом она этого бросила, и потом еще следующий появляется. И постоянно она всех бросает. Все-таки жизнь наш учитель. Получается, что жизнь ничему не учит. Или кто-то учиться не хочет. Очень важно понимать, что за поступки нужно нести ответственность. Обраточка за плохие поступки придет. Не совершайте таких плохих поступков. Будьте верными. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч. Пока.